Всем привет! Приехали мы на новый объект, и это снова не гараж. Это будет у нас что-то вроде летней кухни с верстаком и местами для хранения. Снаружи у нас будет навес для крыльца и еще один навес для дров. Строить будем так же, как обычно мы строим гаражи, но будут и кое-какие отличия. А я, как всегда, буду снимать и расскажу, как и что мы делали. Сделали гидроизоляцию. Установили нижнюю обвязку. Здесь у нас будет одна дверь и ворота. Два окошка 60 на метр 20. Общий размер здания получается у нас 8×4, без учета навесов. Нижняя обвязка и стойки трубу используем 80×80, 3 мм толщина. Стойки смонтировали, обрезаем высотку по нивелиру, пробили, закинули верхнюю обвязку. Сейчас будем собирать основную коробку, а потом уже будем добавлять навесы. Все навесы заказчик захотел уже после согласования проекта, поэтому какую-то часть придется изготовить прямо на месте. Ферма у нас длиной 3800, высота 600, труба 60×60, 2 мм толщина. Прогоны из той же трубы, по 3 нитки на каждый скат получается. Подвезли металл на навесы, обезжириваем, красим его. Ворота у нас такие небольшие будут, 2,5 на 2,20, а дверь стандартная. Доварили вот такие рога, это у нас будет как раз навес для дров. Помещение будет неотапливаемое, поэтому крепим вот таким образом прямо к каркасу. Для теплого помещения такой способ не подойдет, потому что трубы будут мостиками холода. Использую ферму как кондуктор, чтобы изготовить для навеса нашу полуферму. Стык обварили, зачистили, и сейчас будем ее монтировать на рога наши. Приварили конструкцию нашу к прогонам и поставили вот такие раскосы для жесткости. Заказчик хочет под этот навесик дрова складывать. И собираем небольшой навес над входом. Все из той же 60-й трубы. Каркас собрали. Потом еще будут перила из трубы 25×50. И будем красить. Основное здание будет серый цвет, а навесы в коричневый покрасим. Но погода пока против нашей покраски. Вот перила поставили, сварили. Подождем, пока дождь закончится. Продолжаем работу. Делаем второй слой гидроизоляции. Помещение будет неотапливаемое, холодное, но сырым оно не будет. На канале есть ролик, как мы делаем гидроизоляцию. Более подробное описание. Так что заходите, смотрите. Гидроизоляция отнимает достаточно много времени, но она того стоит. Вода внутрь уже не попадет. Опять прошел дождь. У нас вот такой небольшой бассейн образовался внутри. Гидроизоляция воду держит. И начинаем монтировать панели. Сначала установили половинку, потом целую и наверх подрезаем. Ни в коем случае не забываем протереть панель от стружки, иначе заржавеет. И остановили мы монтаж панели. Заказчик в процессе работы захотел, чтобы мы ему сварили каркас под верстак и вот такие трубы, чтобы можно было повесить полочки. Труба 50×25, у верстака труба 60×60. И продолжаем монтаж панелей. Вот такая фигурная резка у нас получилась. Это под наши прогоны на навесе. Повторю, такой способ каркаса пригоден только для холодного помещения, неотапливаемое. В нижней части тоже вот такие вырезы у нас получились. Прямо внутрь туда. Дуть, конечно, не будет ветер. Все запеним, закроем. Но промерзать будет. Да, покрасили наши навесы в коричневый цвет. И тот, который для дров, и крылечко. Вот такая красота получается. Стеновые панели смонтировали. Следующий этап у нас кровля.
Панели будут накрывать и крыльцо, и навес под дрова. Кровля у нас будет тут не совсем обычная. Дело в том, что на такой маленький объем практически невозможно заказать кровельные сэндвич-панели по адекватной цене. Поэтому на крышу укладываем те же стеновые панели и сверху накрываем профлистом. Вот такая красная крыша у нас получится. Под цвет дома заказчик подбирал. Стык между панелей должен быть 2 сантиметра. Больше можно, меньше нежелательно. Когда шов меньше, его сложнее утеплить. Но если все-таки получился шов потоньше, чем 2 сантиметра, мы используем вот такую насадку, которая на монтаже панели всегда есть под рукой. Наверное, вы узнали, это носик от силикона. Очень удобно пенить тонкие швы, и под кровлей добраться проще. Итак, панели смонтировали, вырезаем проемы и будем обходить фасонкой. В монтаже фасонки половину времени отнимает это снять пленку с нее. При монтаже панели мы обычно на самой первой панели оставляем пленку. И снимаем ее уже после того, как смонтировали все панели. Чтобы когда в процессе монтажа нарезаем круги вокруг здания, не пачкать панели. А еще я эту пленку использую, когда отрезаю излишки пены и заворачиваю в эту пленку, чтобы не валялась по участку. Очень удобно. И потом меньше времени на уборку уйдет. Так, режем еще проемы под окна. 2 окошка у нас будет. Внутри у нас получились вот такие вырезы под прогоны в панели. Меньше их сделать никак не получится, так как панель нужно одеть на зуб, а это минимум 1,5 сантиметра. Поэтому вырезы запеним и будем закрывать вот такими пластинками. Буду клеить их прямо на силикон. И вставляю под металлокаркас. Будет стоять очень плотно. И приклеится насмерть там. И выглядеть будет аккуратненько. Подготовили проемы под окна. Установили дверь. Запенили ее. Второе окошко будет вот там над верстаком у нас. Помещение довольно компактное. 2 окна обеспечат нам освещение здесь. Как мы устанавливаем окна, тоже есть ролик на канале. Пена высохла. Обходим фасонкой. И окошко, и дверь. Фасонка вся под цвет окна и двери. Смотрится очень хорошо. Воротную часть тоже обошли. Между дверью и воротами заказчик сказал, еще построит перегородку. Будет коридорчик такой. Ну, вот так выглядит наше строение изнутри. А теперь давайте пойдем посмотрим, что у нас снаружи. Вот таким образом мы обошли наши металлоконструкции, которые выходят изнутри. По-моему, получилось очень даже неплохо. Аккуратненько, красиво все. Мне нравится. И заказчик оценил. Сказал, приятно посмотреть. Так, осталось еще обрамить окна снаружи. И частично торцы кровли у нас еще вот не закрыты снизу. Такое красивое у нас получается строение. И крыльцо, навесик этот смотрится очень хорошо. Вот окно уже с фасонкой. Крылечко наше. Трубы заглушили. Пластиковые заглушки вставили. К двери вот так вот подвели капельник. Пришлось его подрезать немного по высоте. Вот второе окошко у нас с этой стороны. Только не знаю, если дрова будут складывать, не закроют его. Сейчас наведем порядок. Пригласим заказчика посмотреть уже готовое все. Если вам нравятся такие ролики, ставьте лайки. Пишите побольше комментариев. Это помогает продвигать видео на YouTube. И не забывайте подписываться на канал. А я в свою очередь постараюсь раскрыть еще много секретов строителей. Будет еще много разных объектов. И не только из сэндвич-панелей. Спасибо за просмотр. И до новых встреч.